Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Каждый сезон мы с вами, друзья, наблюдаем за слаженной работой команды талантливых мастеров модной индустрии. Вот и на этот раз именитые бренды представили на неделе моды в Париже немало интересных коллекций осень-зима 2022-2023. Не могу сказать, что подиумные новинки смогут удивить вас радикальной сменой тенденций, но модные презентации во французской столице на предстоящий холодный сезон внесли немалый вклад в перечень трендов, на которые модницам, пожалуй, следует обратить внимание. Давайте же прямо сейчас и узнаем, чем готов удивлять нас модный Париж, какие актуальные тренды мы внедрим в свой гардероб, а какие так и останутся только на подиумах и стрит-стайл фото. Огромнейшее спасибо всем зрителям за поставленный пальчик вверх и подписку. Не поленитесь черкнуть несколько слов в комментариях. Я обязательно все читаю, мне очень важны ваши отзывы, подсказки, советы. Итак, первый тренд – кожа. Среди главных фаворитов на модной сцене дизайнеры по-прежнему выбирают одежду из кожи. Причем основной задачей сегодня стало желание показать не только отдельные элементы кожаных изделий, куртку, жакет или юбку, а еще и полностью кожаный комплект. С этим вопросом неплохо справились дома моды Chloé, Hermès, Stella McCartney, Balmain. Помимо традиционного черного цвета, дизайнеры рекомендуют добавить в свой гардероб одежду из кожи в горчичном, бордовом, бежевом, карамельном, песочном, шоколадном тоне. И так как осенью погода довольно капризна, а за окном часто ветер и дождь, то без кожаного пальто или тренча нам точно не обойтись. В коллекции Saint-Laurent ключевым, к примеру, стал удлиненный, зауженный в бедрах силуэт в форме перевернутого треугольника, где брутальный плащ дополняет платье или юбка из прозрачной летящей ткани. Трикотаж – вязаная одежда. Этот тренд просто создан для того, чтобы окружить нас теплом и комфортом в зимние холода. Только представьте себе ультра-уютные смеси мохера и трикотажные изделия с пушистым плюшем. Сегодня дизайнеры вовсю экспериментируют с мягкими и приятными на ощупь фактурами. Добавить в свой повседневный базовый образ нам стоит не просто универсальный свитер, джемпер или водолазку, но и собранный модный ансамбль с юбкой или брюками в тон, шарфом, кардиганом. В нарядах от Chanel все это прекрасно сочетается с другим must-have'ом сезона – вязаными шерстяными колготками, гетрами и чулками. Оригинальные решения трикотажного тренда найдутся в линейке Chloé. На подиум вышли модели, на одежде которых с одной стороны появились картины увядающей природы, а с другой все вспыхнуло сочными красками, наполнив яркой жизнью серый пейзаж. Не дожидаясь осени, все самые проницательные модницы уже вовсю охотятся за теплыми комплектами из мягкого вязаного полотна. Не меньший интерес вызывают невероятно женственные и в меру сексуальные трикотажные платья. Вдохновение черпаем из модных коллекций Эндрю Джен, Изабель Маран, Stella McCartney, Hermès. Защитная одежда для современных леди. В доме моды Balmain за этот тренд в новой коллекции отвечают бронежилетные корсеты, компрессионные леггинсы, платья с накладками вроде доспехов, брюки карго, куртки со множеством карманов. Оливье Рустен утверждает, все это нам просто необходимо, чтобы уверенно противостоять внешнему негативу в окружающем мире, а также всплескам недружелюбной агрессии, которой сегодня немало в социальных сетях. В модных ансамблях теперь постоянно соседствуют брутальные, грубоватые и мягкие женственные элементы. Дизайнер умело играет с сочетанием защитного снаряжения и деликатных кружевных нарядов, дополняя блузы, платья и мини-юбки мото-броней. Даже вечерние луки, достойные кутюрной коллекции, модельер снабжает доспехами. К новому необычному тренду присоединились и в доме Кристиан Диор. Мария Грация Кюри решила совместить классический консерватизм с авангардными технологиями. Так, в числе экспериментов оказался и легендарный жакет-бар. Точнее, его современная копия – особое воплощение женственности, но сегодня с защитными кожаными накладками. На парижском подиуме бренд представил корсеты, комбинезон со светодиодами, велосипедную защиту спины, громоздкие накладки на плечи, мотоциклетные перчатки выше локтя и другую амуницию в комплекте, к примеру, с вечерними нарядами. Образы с кружевными юбками, прозрачные платья
и деликатными брать теперь дополняют байкерские куртки и спасательные жилеты. Да, наверняка что-то из этих инновационных моделей будет продаваться, став топовым трендом, а что-то так и останется лишь выставочным экспонатом. Акцентные плечи. В новом сезоне французские модельеры немало внимания уделили плечевой линии. Эндрю Джен обыграл этот тренд с помощью скульптурного кроя, оборок, изящной вышивки, аппликации драгоценными камнями. В верхней одежде под маркой Saint-Laurent вы, друзья, точно заметите огромные объемные воротники, что в свою очередь также делает плечи заметнее. Подобное решение есть и в коллекции Stella McCartney. Вязаные носки, гольфы, броски, колготки – вещи, которые в холодный сезон бывают даже очень жизненно необходимы. А если они еще и актуальный тренд, это вдвойне приятно. Креативные директора именитых брендов дружно решили, что модные аксессуары созданы не просто для тепла и комфорта, но и помогут сделать образ стильным и современным. Поэтому смело надеваем высокие вязаные носки, гольфы, чулки в тандеме не только с ботинками. Создаем креативный союз с туфлями и сапогами, как это сделали в модных образах под маркой Hermès или Miu Miu. В уютных ансамблях дома моды Chanel Virginie Viard подружила контрастные вязаные колготы не только с резиновой обувью, что вполне логично, но и с элегантными остроносыми лакированными слингбеками, дополнив наряд изящной сумочкой со сверкающими пайетками. Широкие джинсы. То, что это абсолютный хит сезона осень-зима, нас убеждают дизайнеры брендов Dior, Isabel Marant, Givenchy, Balmain. Из характерных деталей отмечу необработанный край, рванину, потертость, элементы пэтчворк, низкую талию. Впрочем, следуя общему увлечению брендов моды 90-х, нулевых, Оливье Рустен или Мария Грация Кюри, например, решили компенсировать заниженную посадку высоким корсетным поясом. Что мне особенно нравится у Dior, это классический синий деним с контрастной строчкой и без потрепанности и дыр. Платья Макси – прекрасный женственный тренд, полный элегантности, очарования, шарма. Так что смело выбираем на осень трикотажные платья в пол с длинным рукавом Saint-Laurent, летящие с пышной юбкой и открытыми плечами Louis Vuitton, яркие модели Валентина и полупрозрачную романтику Christian Dior. В трендовых фасонах приветствуется драпировка, плиссе, всевозможные вырезы и соблазнительные декольте и разрезы, ажурные вставки. По примеру дизайнеров, добавляем в платью Макси крупные браслеты прямо на рукава или повязываем на талию объемный свитер, выбираем обувь в тон. Меховые изделия. Этой осенью или зимой, как всегда, согреваться мы будем при помощи теплых шуб, меховых пальто и жилетов. Популярные марки единогласно решили сделать их звездами своих коллекций, используя при создании верхней одежды искусственный мех. В топе любые варианты, от сдержанной классики до максимализма. Все лишь зависит от ваших предпочтений. Можно выбрать ретро от Saint-Laurent, уютную шубку Тедди от Chloé или модель в стиле оверсайз под маркой Rock. Что касается цветовой палитры, в приоритете линейка от молочного до шоколадного тона. Высокие сапоги. С легкой руки творческой команды бренда Isabel Marant эта обувь становится на неделе моды в Париже хитом осенне-зимнего сезона. В тренде любые оттенки, от однотонного до колоритных узоров. Устойчивый каблук и плотно облегающая ногу или наоборот свободное приспущенное гармошкой голенище. У Chanel уверены, что вам обязательно пригодятся, особенно в дождливые дни, высокие резиновые сапоги на толстой подошве, украшенные, кстати, фирменным логотипом марки. А вот Givenchy и Balmain, например, представили в коллекции обувь, которая сидит по ноге, словно вторая кожа. Модные сумки. Здесь трудно в двух словах выделить самый главный тренд. Парижский подиум порадовал модниц с кроссбоди из твида под маркой Chanel, клатчем в форме миниатюрного чемоданчика Louis Vuitton или сумкой-ведро с двухсторонним принтом Chloé. Не менее интересными оказались жемчужная версия Givenchy и даже минималистичное решение Hermès. О модных аксессуарах, украшениях, обуви, сумках я планирую сделать подробный обзор в следующих выпусках. Напишите, друзья, в комментариях, какая тема вам наиболее интересна. Спасибо всем за поставленный лайк и подписку на мой канал.
Удачи в поиске модных обновок, всем хорошего дня, красоты, мирного синего неба и яркого, позитивного, солнечного настроения!